Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие произошли события, какие изменения, что ожидать сегодня и вообще в перспективе, каких движений по нефти, газу, доллару, рублю и другим интересным активам. Так, давайте пробежимся по календарю событий, что сегодня было, какая статистика вышла, на что она влияет и к чему это приведет. Итак, по Германии объем производственных заказов значительное снижение, оно и понятно. Из-за того, что полупроводники в недостатке, снижается выпуск автомобилей и комплектующих. Здесь ситуация, она вполне естественна, но для экономики Европы и для евро это не очень позитивно. Так, далее, то, что касается еврозоны, объем розничных продаж. Здесь идет снижение. Но текущая ситуация, рост цен на энергоносители негативным образом влияет на покупательскую способность населения. Соответственно, розничные продажи начинают волей-неволей проседать. Но опять же, то, что было до этого, результат был хуже, то есть сейчас все-таки результат положительный. Но всегда ключевая проблема – это прогноз. Если есть расхождение между прогнозом и то, что выходит, это говорит либо о том, что какие-то произошли кардинальные изменения, вот-вот, либо о том, что те, кто делает прогноз, они не понимают сути процессов, которые там происходят. Так, сегодня вышли данные по ставкам по 30-летним ипотечным кредитам от MBA. Небольшой рост. Вот смотрите, какая ипотека в Соединенных Штатах, 3% с копейкой. Так, нет, вот ипотека, это вот этот график, 30-летние ипотечные кредиты. Здесь у нас, получается, пошел рост процентных ставок, как ни крути, тенденция налицо. Вот. И по сути сейчас, скорее всего, будет разворот. А разворот, соответственно, рост процентных ставок по ипотеке – это охлаждение рынка недвижимости. Охлаждение рынка недвижимости – это либо стагнация, либо снижение цен со всеми вытекающими неприятными последствиями. Но при этом индекс заявлений на покупку домов по ипотеке остается достаточно высоким. Пока еще люди не ощутили, что что-то такое приближается. Так, и друзья, судя по другим показателям американского ипотечного рынка, здесь все-таки охлаждение налицо. Несмотря на то, что индекс заявлений на покупку домов достаточно высокий, хотя опять же он меньше предыдущего значения, в целом эта картина, но она вполне определенно указывает на то, что американский рынок недвижимости начал охлаждаться. Так, но при этом сегодня изменение числа занятых в несельхозсекторе выросло, и причем оно выросло просто вообще волшебно. Правда, здесь есть определенный нюанс. Вот это увеличение рабочих мест в несельхозсекторе, оно сейчас происходит преимущество, в основном тренд идет в сторону крупных компаний. Америка – это все-таки малый и средний бизнес, очень развитый, очень динамичный. И поэтому, несмотря на такой достаточно существенный прирост этого показателя, в целом это все-таки не так позитивно влияет на состояние внутренней экономики Соединенных Штатов, доходов населения, как если бы все-таки больше сдвигов было бы в сторону малого и среднего бизнеса. Но на текущем этапе из-за того, что значительные риски в операционной деятельности, крупные компании, они, конечно, себя чувствуют значительно увереннее и могут предложить более актуальный пакет компенсаций для сотрудников, которые нанимают. Но на текущий момент вот этот показатель, его прирост, это позитив, но это не такой сильный позитив. Так, далее запасы сырой нефти разочаровали. Они вышли больше, чем предполагалось. Предполагалось, их будет снижение, получился рост. Но смотрите, нефть уже так разогнали. Тут любой фактор, он должен, в общем-то, использоваться для того, чтобы ее немножко, хотя бы немножко вниз спустить. Так, и далее данные по переработке нефти и нефтепродуктам Соединенных Штатов. Статистика несколько противоречивая, потому что с одной стороны видно, что идет прирост в части переработки нефти, с другой стороны сказывается то, что автомобильный сезон завершился. Когда активно ездит, летний период. Там, конечно, диапазон пошире, не как в России, потому что там более теплый климат, соответственно, там большую часть года люди, в общем-то, динамично перемещаются по стране, если хотят отдохнуть, или просто там на уикенд куда-то выехать.
Так, друзья, вышел под ночь индекс потребительских цен России 7,4%. Предполагалось, прогнозировалось, будет 7,1%. До этого значения 6,7%. Но что мы видим? Происходит разгон инфляции. Кто-то скажет, теперь-то ЦБ влепит гайки по самые не хочу. Будет и 7%, ставка более 7% ключевая ставка и так далее. Начнут наращивать. Но смотрите, здесь на самом деле влияние достаточно сложное между индексом потребительских цен и монетарной политикой в части ужесточения или ее ослабления. Потому что здесь дьявол кроется в мелочах. Действительно, когда создается избыточная денежная масса путем того, что дешевые деньги, либо иные инструменты, то действительно в этой ситуации происходит рост цен, и инфляция ускоряется. Но не всегда оно бывает так. Наращивание процентной ставки вызывает удорожание кредита, и в этой ситуации производители, они несут больше издержки, увеличивают цены, и здесь надо смотреть, в каком случае наступает равновесие. Потому что на самом деле увеличение процентной ставки со стороны Центробанка, оно может вызвать обратный эффект в части того, что инфляция не будет снижаться. Так, ну вот еще такой интересный момент по поводу того, какой должна быть инфляция. Посмотрите, индекс потребительских цен Соединенных Штатов, ну, то бишь инфляция, 5,3%, последний показатель. Так, далее, если посмотреть средние ставки по ипотеке в России, соответственно, средняя взвешенная ставка на текущий момент времени составляет, порядка 8%, 7,78%, 8%. В Америке мы сейчас с вами видели, там в районе 3,14%. Соответственно, дифференциал, то есть разница, получается на уровне 4,6%. Если рассматривать ключевую ставку ФРС, там диапазон ключевых ставок, и, соответственно, ключевую ставку Центробанка России, там тоже получается значение, но оно чуть больше будет, в районе 5-6%. Соответственно, здесь есть просто определенная статистическая закономерность с высокой степенью корреляции между индексом потребительских цен и, соответственно, ставками по ипотеке и ключевой ставкой. Точнее, я не совсем правильно выразил мысль. Здесь немножко другая корреляция. Она связана с тем, что инфляция в России и Соединенных Штатах, если рассматривать исторический промежуток времени, она должна различаться на диапазон от разницы между ставками по ипотечным кредитам и, соответственно, между ключевыми ставками. Там есть определенная закономерность, она рассчитывается, исходя из математических, статистических критериев. В свое время я этим занимался для того, чтобы глубже понимать происходящие процессы. И исходя из этой статистической закономерности, текущая инфляция, или индекс потребительских цен должен быть где-то в районе 10-11%. Почему же он 7,4%, а не больше 10%? Но здесь есть два обстоятельства. Первое – это волшебное изменение методики расчета, и второе – это что-то не то с потреблением. То есть потребление упало, поэтому инфляция не растет. Оба этих обстоятельства, они очень негативны, я считаю, и, соответственно, они отображают те процессы, которые не указывают на то, что восстановление экономики произошло. Так, друзья, и то, что касается газового рынка, то есть такой интересный материал, что цены на газ отступили после того, как президент России сказал, что будет поставлять по возможности Европе газа столько, сколько потребуется. Но смотрите, текущая ситуация с ценами на газ, она связана с диспропорцией. То, что спрос не удовлетворен, соответственно, предложение меньше спроса. Когда говорят, к примеру, что «Газпром» там мог бы в Европу поставлять больше газа. Я не знаю на самом деле, какие реальные возможности «Газпрома», но по логике вещей, для того, чтобы поставлять больше газа, надо его больше добыть или забрать его, допустим, из своего хранилища и в течение какого-то небольшого промежутка времени нарастить добычу. Потому что, газ, он так просто не образуется моментально. То есть это процесс, который он требует определенного времени.
И поэтому, с моей точки зрения, в текущей ситуации позиция «Газпрома» по поставкам газа в Европу, она вполне как бы адекватна. И то, что мы видим в динамике движения цен вверх и вниз, тоже ничего необычного нету, потому что тот удар, который произошел в марте 2020 года, он вынес добывающие мощности как нефти, так и газа. Соответственно, возник перекос. Всегда наращивать добычу сложнее, чем ее остановить. Это по определению ломать, не строить. И, соответственно, возникла такая ситуация, когда вроде бы мир немножко проснулся, немножко пришел в себя, немножко там повылезал из нор. Нужна энергия, а ее нету. Ну, потому что позакрывались до этого вышки добывающие. Соответственно, свободная денежная масса сгенерированная, она вызвала такой эффект, когда все понеслось в небо. Так, ну и сразу понеслись возгласы, все там, пузырь лопнул, сейчас все пропало, все там отвалится, развалится, улетит и так далее. Но действительно, как бы движение по газу вниз, оно достаточно сильное, но с учетом того, какой был до этого рост, оно, в общем-то, в пределах всей этой нормы. С моей точки зрения, 5, значение 5, оно ключевое. Если оно будет пробито, тогда можно будет говорить о том, что действительно пузырь вот этот сдулся и все посыпется. Пока оно не пробито, все это идет в пределах консолидации движения, потому что был очень сильный рост, соответственно, нужен откат для того, чтобы выпустить пар. Несоответствие спроса и предложения как на рынке было, так и осталось, оно никуда не исчезло. Да, здесь вот это движение, оно идет по принципу маржинальности, то есть плечи, есть маржин-колы участников рынка, которые сделали ставку на то, что газ будет падать. В еженедельном обзоре SOTES FTSE обращал ваше внимание, какое количество шортов у спекулянтов по газу. Вот вам, пожалуйста, топливо для того, чтобы газ рос. Шортист самый надежный покупатель. В случае роста он всегда покупает, ему деваться некуда. Но с другой стороны, надо четко понимать, что все эти финансовые инструменты, они не являются определяющими направления. Направление определяет соотношение спроса и предложения. Сами финансовые инструменты, они как катализатор, они работают и в сторону роста, и в сторону снижения. Они ускоряют реакцию движения, но они не являются направляющими фалангами. Итак, друзья, то, что касается газа, вот эта просадка, которая сегодня была, уже там полно всякого материала, что все, газ никому не нужен, он рухнет и так далее. Но позвольте спросить, а чем тогда топить и чем вырабатывать электроэнергию? Если от угля пошел массовый отказ, то, соответственно, здесь только газ либо мазут. Мазут – это нефть, продукт переработки нефти, до недавнего времени не особо востребованный. Ну а газ – это газ. Так, друзья, давайте часовой график газа посмотрим. Но действительно, здесь идут сильные движения вниз. Вот первый ключевой уровень 5,9. Его пробили, пока непонятно, это ложный пробой или он в ближайшее время пойдет ниже. Но здесь вот все это движение, это, конечно же, маржин-колы. То есть высаживают тех, кто сделали ставку на снижение цены на газ. Но надо понимать, что не они делают погоду то, что газа не хватает. Вот, а они просто размашистость движения увеличивают. Соответственно, на текущий момент у нас либо сейчас цена затягивается и закрепляется выше 5,9, это был бы наиболее позитивный, благоприятный сценарий для роста цены на газ, ну и для Газпрома с Новатэком. Но если это не происходит, мы в ближайшее время пойдем тестировать 5,5, 5,45. Вот сюда вот это значение. Ключевой уровень это 5. Если 5 пробиваем, то здесь, скорее всего, действительно тогда пузырь лопнул и все, пиши пропало. Так, друзья, ну вот вопрос был по Новатэку, только он крылышки расправил, пошел пробивать 2030 и уходить наверх. И тут такой казус с газом. Но на самом деле здесь ничего для Новатэка страшного нет. Есть у него уровень, ну совсем вот скажем так, уровень, который его держит, что называется, очень сильно. Это в районе 1770.
Если этот уровень не пробивается, то весьма вероятно все вот эти откаты, которые происходят, их будут выкупать и Новатэк будут гнать наверх. Если, конечно, это не финальный вынос по газу, и мы не увидим движение в район 4. Такой сценарий возможен, но он маловероятен. Однако меня сегодня насторожило, что один очень известный и достопочтимый инвестиционный банк европейский сделал прогноз о ценах на газ $2000 за 1000 кубометров. Как только этот прогноз я услышал, я понял, что, наверное, где-то баланс между спросом и предложением по газу близко, и либо цена удержится на текущих значениях, либо пойдет ниже. Так, друзья, далее давайте биткоин взглянем, недельный таймфрейм. Ну, смотрите, вот это движение, которое сейчас пошло, оно должно закрепиться в районе 58 тысяч. Если такое закрепление происходит, и здесь начинается проторговочка хотя бы пару недель, даже меньше, наверное, мы отсюда увидим выход с тестированием и пробоем 65 тысяч и движение наверх. Вот, соответственно, на текущий момент у биткоина уровень 45 500, это ключевой, пробитие которого останавливает этот рост и переводит биткоин либо в консолидацию в район 42 500, либо заставит его двигаться еще ниже. Так, друзья, далее индекс страха, ужаса и волатильности, это VIX, конечно же. Соответственно, по VIX мы видим, что вот это движение на пробой 24,5-25,5, оно пока развития не получает. Пока не получает. Пока что мы находимся в консолидационном диапазоне от 21 500 до, соответственно, 24,5. Если вот это движение будет продолжаться, то, соответственно, рост весьма вероятно до Нового года VIX не произойдет. Ну и пробой диапазон 24,5-25,5 будет указывать, что вероятно, что-то нехорошее случится. Да, здесь среднесрочно произошел разворот, и по VIX должен пойти рост на новые высоты, но до Нового года по логике вещей ситуацию как-то должны сдержать вот в этом диапазоне. Так, друзья, далее S&P 500, дневной таймфрейм, SFD на фьючерс, соответственно, у нас идет консолидация над уровнем 4300. Но у нас вот локальный минимум нарисовался новый 4270. Соответственно, если этот уровень удерживается, вот этот диапазончик, то у нас отсюда неизбежно возникает отскок с целью движения в район 4470. Если здесь все-таки будет пробой, но я думаю, вероятность того, что будет консолидация и движение наверх, она выше, чем пробой и уход вниз, тогда вот у нас есть волшебный ориентир движения. Так, далее нефть, дневной таймфрейм, но здесь ужас, разворотная формация и движение вниз. Нет, я думаю, что нет. 84 цель не сделали, должна быть консолидация, и на фоне того, что пока спрос не пришел в соответствии с предложением, весьма вероятно, на фоне шортовых выносов это движение продолжится. Опять же, вот ключевой уровень на текущий момент, с учетом вот всех этих пертурбаций, которые сегодня произошли, он находится в районе 79,7. Немножко изменения произошло. Ну и совсем уже низ, это 76,1. Пока вот эти два уровня не пробиты, соответственно, здесь будет попытка консолидироваться и продолжить рост. Так, друзья, далее давайте посмотрим палладиум. Давно его не смотрели. Здесь достаточно интересная картина, потому что он уперся в свой сильный уровень 1850. Дневной таймфрейм, как вы видите, здесь не происходит пробоя и дальнейшего обвала. Это достаточно позитивный момент, потому что если в ближайшее время добоя уровня не будет, то по палладию волей-неволей возникнет отскок. Первая цель движения 2085 и потом, соответственно, движение в район 2400, вот сюда, к этому значению. Так, друзья, рубль-доллар, USD Tomorrow, дневочка. Ну, смотрите, то, что происходит, это в наибольшей степени можно характеризовать как набор позиций перед ростом доллара против рубля. Да, энергетические носители стоят дорого.
не спорю. И платежный баланс такой, что его даже в 2008 году, в июле, когда нефть взлетела на 147, его не было такого. Но текущая ситуация в экономике, она, соответственно, не позволяет рублю быть сильным и в ближайшее время, и в среднесрочной перспективе. Я думаю, не позволит. Ну и здесь абсолютно четко видно закономерность 72,5, ну и теперь еще 72,25. Вот этот диапазон, от которого идет отбитие и движение наверх в сторону роста доллара. И еще раз хотел обратить внимание, что на самом деле крепкость валюты, она определяется крепкостью экономики страны и ее развития. Та страна, которая имеет мощную экономику, которая производит прибавочную стоимость, у которой есть цель реальный рост благосостояния граждан, но создание для этого условий не значит, что всем будут деньги на подносах разносить. Соответственно, эта страна, она, как правило, имеет более крепкую валюту, чем другие страны. Да, там возможны различные механизмы воздействия через монетарную политику. Но в большинстве случаев, то есть та валюта, в которую верят и которая является отображением производства прибавочной стоимости, она имеет плюс 10 к атаке и плюс 10 к боевому духу, если так можно сказать, по сравнению с другими валютами. Так, друзья, ну и переходя на часовой таймфрейм, здесь у нас идет, по сути, тот же набор позиций, который читается на дневном таймфрейме. Соответственно, отсюда должен быть выход вот сюда вот с целью потестить или пробить 72-75. Вот это значение. Да, есть шанс того, что пойдет движение вниз, и в случае пробоя 72-25 разовьется движение уже под 72. Но здесь вот если рассматривать динамику сделок, которые происходят, как только рубль укрепляется, то есть доллар падает, сразу какие-то крупные товарищи начинают скупать валюту. Так, друзья, далее вопрос был по Тесле, давайте ее посмотрим. Действительно, то, что касается Теслы, сейчас масса новостей относительно того, что она будет одним из лидеров новой зеленой энергетики. Масса капитальных вложений в строительство заводов для выпуска аккумуляторов и инфраструктуры, подзарядку и так далее. Вот. Сейчас, если переходить к дневному таймфрейму, у нас наметилась поддержка, которая проходит в районе 750, вот где-то здесь вот. Соответственно, если нету отсюда отката с пробоем 750, отсюда будет дальнейший выход наверх и ближайшая цель движения 840. Если все-таки 750 мы пробиваем, то весьма вероятно развивается движение, у которого цель будет сходить на 700 или на 685, вот сюда к этим значениям. Вот. Но пока что здесь есть надежда, что вот это движение оно не произойдет и будет консолидацией движения наверх. Посмотрим, как сегодня-завтра будет закрытие. Здесь вот немножко планы нарушились, потому что до этого все указывало на то, что вот это все движение разрешится в сторону 840. Так, друзья, ну и вот переходя на часовой таймфрейм, что называется, на микроскоп, по Тесле здесь рисуется движение, у которого цель потестить и пробить 805-810, ну и соответственно сходить на 840. Здесь как бы все вполне логично, все достаточно прозрачно, что ее будут пытаться тащить наверх, но тем не менее обращаю внимание, вот здесь вот, если мы опираемся на часовой таймфрейм, есть уровень, который 770, 765, если он пробивается, то весь этот рост, который вот здесь вот пошел, он захлебывается, и все это переходит сначала к снижению, потом попытка консолидации набраться сил. Так, друзья, ну, в общем-то, это основные новости, основные активы, которые я хотел осветить. Спасибо за внимание, успешных торгов, хорошего вечера.